Всем привет! С вами Наталья Рукодельная. Давно я уже обещала рассказать, что делаю из массы папье-маше из яичных лотков. И вот рассказываю. Последняя моя работа – это стаканчик для хранения соли. Когда я сделала бутылочку для уксуса, которую вы можете посмотреть по ссылке в подсказке сверху или в описании видео, я решила, что в том же стиле хочу теперь и емкость для соли. Стиль я сохранила тот же, а вот цвет решила изменить, чтобы было не скучно. И если бутылку я делала из шпаклевки частично, то стакан полностью из бумаги, то есть из папье-маше. Итак, поехали. Стакан я откопала из толстого стекла с очень красивым дном. У меня просто рука не поднялась закрыть эту красоту, и я решила, что декор у меня будет выше этого дна. Поэтому наклеила малярный скотч по границе и начала работу. Для начала под декором из бумаги я решила не просто покрасить в один цвет, а навести красоту. Если соли вдруг будет неполный стакан, то ее будет видно. Красоту я наводила, конечно же, снаружи стакана, чтобы соль не соприкасалась с краской. По краю стакана я приклеила салфетку на ПВА, а ниже нанесла акриловую краску. Делала я это при помощи специальной текстурки от скальпий, которую приобретала, когда занималась пластикой. Но подумала, что и краску с помощью такой будет наносить удобно. Намешала цвет, который мне был нужен, кисточкой наносила на текстурку краску и прижимала к стакану. Понятно, что ровно не получилось бы даже при большом желании. Но мне и не нужно было сильно ровно. Все же это будет все внутри и, скорее всего, под солью. Но мы же перфекционисты любим, чтобы все было красиво даже внутри. Все как следует просушила и сверху кусочком поролона нанесла белую акриловую краску, таким чпокающим движением, чтобы не было видно полосок. Посушила, посмотрела, все ли прокрасилось, подправила где надо и просушила уже 2 часа. А пока приготовила массу из заготовки из яичных лотков и мучного клейстера. Подробный рецепт можете посмотреть по подсказке сверху или в описании. Нанесла на стакан слой папье-маше около 3-4 мм, разровняла, уплотнила как следует и немного дала подсохнуть. При помощи той же текстурки, что я использовала для нанесения краски, наделала маленьких квадратиков на стакане. Текстурку чуть-чуть смочила водой, чтобы папье-маше не приставало. И вот теперь будет большая сушка. Я сушила около батареи и оставляла на ночь, на всякий случай. После просушки из той же папье-маше я сделала декоративный элемент, как на бутылке. Решила, что одного вполне будет достаточно. Сразу его и приклеила к стакану, немного прижала, стеком прошлась по краям, как можно плотнее приглаживая. И опять оставила все сушить у батареи часа на 3-4. Далее технология, как и по бутылке. Покрасила акриловой белой краской, прокрашивая все выемки, потом просушила и потом нанесла черную гуашь. Гуашь лучше немного развести водой, чтобы она сама затекала во все щелочки. Особо стараться не нужно, но так будет удобней. Пока докрасила до конца стакан, уже можно краску и снимать, так как она сделала свое дело и затемнила стакан. Аккуратно сняла влажной тканью до нужного мне цвета. Сильно лучше не тереть, так как краска может смыться. Когда краска просохла, я нанесла еще синюю, так как мне хотелось именно стакан с оттенком синего. И также потом все сняла тканью. Все просушила целую ночь, покрыла акриловым лаком несколько слоев, и все, можно пользоваться. Я очень довольна своим ансамблем, и на подходе еще один предмет в комплект. Так что всем спасибо за просмотр.